Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 Федерико Могерини задержана в Бельгии. Как сообщают источники Le Soir и L'Echo, расследование связано с возможным мошенничеством при заключении государственных контрактов, коррупцией, конфликтом интересов и нарушением профессиональной тайны. В занимающемся подготовкой европейских дипломатов колледжа Европы в Брюгге, где Могерини с 2020 года занимает пост ректора. Речь идет о предполагаемых махинациях при финансировании 9-месячной программы обучения. Сообщается также, что кроме Могерини задержан руководитель колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянской дипломатии Стефано Санино. Сообщается, что расследованием в отношении Могерини занимается бельгийская полиция, а также Европейская прокуратура, орган, созданный в 2021 году и занимающийся борьбой с преступлениями, связанными с махинациями со средствами Евросоюза, коррупцией, отмыванием денег, трансграничным мошенничеством с НДС. Неназванный чиновник Евросоюза рассказал, что расследование коснулось и самой дипломатической службы Евросоюза, но речь идет о предыдущих мандатах, до того, как Кая Каллас стала главным дипломатом Евросоюза в 2024 году. То есть Кая Каллас это не коснется, а ведь на днях она, комментируя коррупционный скандал на Украине, назвала его крайне прискорбным. А как она назовет скандал со своей предшественницей? Ведь, наверное, феноменальную киевскую коррупцию Европа вряд ли бы терпела, если бы у самой рыльца в пушку не было. Тем более, что Украина стала дойной коровой для многих еврочиновников. Если там начать все это расследовать, каждому хватит по несколько уголовных дел. Так что ждать новых скандалов, интриг, расследований в Европе. Схватка пауков в стеклянной банке обещает быть захватывающей. Случай с Могерини действительно беспрецедентный. Задержание еврочиновников такого уровня, пусть даже и бывших, пока еще не было, отмечает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. Пока и предъявили то, что предъявили, об остальном можно только гадать. Но думаю, что помощь Украине стала коррупционной кормушкой очень для многих. Так это Зеленский повязал белых и пушистых еврочиновников коррупционной круговой порукой? Несомненно, на военных и прочих поставках киевскому режиму руки нагревают все, кто может. Но я не думаю, что там именно Зеленский кого-то повязал круговой порукой. Это не его масштаб. Тут скорее стихийно сложившаяся ситуация и система. Кстати, Кая Каллас назвала ситуацию со скандалом на Украине крайне прискорбной. Но жить можно, правда ведь? Европейцы продолжат покрывать Зеленского, даже если про него лично что-то всплывет. Здесь действует классический принцип «наш сукин сын». И это касается не только коррупции. Массовые нарушения прав человека, преследование инакомыслящих, языковая дискриминация. На все это в Евросоюзе ведь тоже закрывают глаза. Коррупция далеко не самое страшное, что есть на Украине. Арест Могерини может быть сигналом. Почему это происходит сейчас? До этого не знали о ее махинациях, что ли? Европейскую политику периодически сотрясают коррупционные скандалы, в которых задействованы в том числе высшие должностные лица. Здесь новшество только в том, что это вышло с национального уровня на общеевропейский. Проблема была в том, что европейских чиновников сложнее ухватить за руку, так как их деятельность вне конкретных национальных юрисдикций. А общеевропейские институты слабы и не имеют достаточных полномочий. Случай с Могерини – это дебют Европейской прокуратуры в качестве нового общеевропейского надзорного и карательного органа. Пока рано делать выводы, насколько этот прецедент далеко идущий. А кто следующий кандидат на возможное уголовное преследование? Кая? Может быть, Урсула? Ждать ли громких дел? Пришло время запасаться попкорном? Против фон дер Ляйен уже возбуждали производство в связи с махинациями с вакцинами от COVID-19. Но дело удалось замять. Пока она при должности, ее вряд ли достанут. За Могерини ведь взялись только тогда, когда она уже давно отошла от дел. Бельгийская полиция ведет расследование коррупции в руководстве Евросоюза не первый год, говорит кандидат исторических наук, политолог и этнолог Вадим Трухачев. Подбирались уже и к фон дер Ляйен с ее махинациями с вакцинами от ковида, но она пока ускользнула от ответственности. Потому сосредоточились на рыбе поменьше. Задержание Могерини пока все же случай довольно заурядный. В родной для нее Италии политики такого уровня через одного оказываются на скамье подсудимых. Да и в других странах Евросоюза такое совершенно не редкость. Только для Скандинавии и Голландии такое не характерно. А в Евросоюзе уже был случай, когда целый глава Еврокомиссии не доработал свой срок. Люксембуржец Жак Сантер в 1999 году так отличился.
Могерини, наверное, не только на обучение дипломатов руки нагрела. Там поди еще что могло быть. Например, помощь Украине. Основная помощь Украине пошла уже после ее ухода с поставки главы евродипломатии. Так что речь скорее об обычном распиле. При этом естественно, что европейские политики обогащаются на помощи Украине. Прежде всего потому, что значительная часть средств до Украины просто не доходит, оставаясь в их карманах. Но все-таки в сравнении с Украиной масштабы воровства в Евросоюзе значительно меньше. Коррупция среди евробюрократов – явление несравнимое с украинской коррупцией, к примеру. Насколько оно масштабно? Насколько высокого уровня чиновники привязаны в этом? В Европе намного ниже бытовая коррупция, чем на Украине, чем в России, а вот коррупция в верхах вполне приличная. Впрочем, до воровства целыми отраслями, как на Украине, там еще не дошли. Кая Каллас и Урсуле фон дер Ляйен стоит напрячься, готовы ли они жрать друг друга, как пауки в банке. И фон дер Ляйен, и Каллас уже находятся в поле зрения правоохранительных органов. Мало того, они ненавидят друг друга и сдадут при первой же возможности. Это порой напоминает серпентарий. Еще одна интересная новость, друзья. Украинский парламент исключил русский язык из списка языков, подлежащих защите. Ну, что-то Евросоюз молчит по этому поводу. Видимо, здесь демократия не работает. Депутаты украинского парламента Верховной Рады приняли закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, подлежащих защите на территории этой страны, в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Ранее украинское правительство несколько раз пыталось продавить принятие этого закона, однако Рада дважды снимала его с рассмотрения. Кстати говоря, а что там по мирным переговорам, раз уж взялись здесь за русский язык? Там, по-моему, тоже он фигурирует. Но, видимо, Верховная Рада совсем не хочет мира. Помимо русского из списка языков, по отношению к которым предусматривается режим государственной поддержки и защиты, украинский парламент исключил якобы несуществующий молдавский язык. В настоящее время молдавский язык является одним из государственных в ПМР, тогда как в Молдавии таковым является румынский. При этом действие хартии сохранено для всех остальных языков, на которых она распространялась ранее, а также расширено на урумский, румейский, цыганский, чешский, крымчакский, караимский язык и иврит. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее пояснила, что закон был принят в соответствии с обновленным официальным переводом Европейской хартии. После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота, захватившие власть проевропейские силы, существенно усилили официальный курс на вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Уже после прихода к власти Зеленского в 2019 году на Украине действует закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в рамках которого значительно ограничено использование в стране не только русского, но и других языков, проживающих в стране народов. На официальном уровне на Украине запрещены книги, фильмы, театральные постановки, песни и прочие произведения искусства на русском языке. Миллионы граждан этой страны лишены возможности получать образование на родном языке и использовать его во всех сферах общественной жизни. При этом стоит отметить, что защита прав русского и русскоязычного населения Украины является одним из условий предложенного Трампом мирного плана. Таким образом, внезапным принятием такого закона Киев в очередной раз подчеркивает, что не готов заключать никаких мирных соглашений, а намеревается продолжать воевать с Россией до последнего украинца. Вот такие вот, друзья, у нас новости.